Что если электровелосипед может разогнаться быстрее спортивного мотоцикла, без прав, без номеров и почти без шума? Один из байков в этом списке разгоняется до 100 км в час за 3 секунды, другой официально запрещен к продаже в 20 странах из-за скорости, а третий стоит дороже подержанного Феррари. Забудь про самокаты и неспешные прогулки по набережной. То, что ты увидишь дальше, полностью изменит твое представление о том, чем вообще является электровелосипед. Начнем с 10-го места, и уже здесь все не так просто, как кажется. Компания Stealth из России выпустила байк под названием Typhoon. Электровелосипед с мотором мощностью 5000 Вт и максимальной скоростью 80 км в час. На первый взгляд цифра скромная, но есть нюанс. Байк весит всего 22 килограмма и разгоняется до 60 км в час быстрее, чем большинство людей успевают моргнуть. В России его официально продают как велосипед. Никаких прав, никакой регистрации. На 9-м месте американский Qualis Cyclone с мотором 4000 Вт и крутящим моментом 160 ньютон-метров. Для сравнения, у стандартной Лады Весты крутящий момент 148 ньютон-метров. Байк весит 28 килограммов и разгоняется до 95 км в час. Производитель честно пишет на сайте: не для использования на дорогах общего пользования. Продается в 38 штатах без каких-либо ограничений. 8-е место занимает немецкий Strammer ST5 байк, который внешне выглядит как обычный городской велосипед с багажником и крыльями. Внутри спрятан мотор мощностью 800 Вт и система, которую производитель называет режимом скоростного шоссе. В стандартной версии скорость ограничена 25 км в час по европейским нормам. Но любой владелец может снять ограничитель за 5 минут с помощью обычного смартфона, после чего байк разгоняется до 75 км в час. Немецкая полиция задокументировала больше 400 случаев езды на разблокированных штрамерах только за 2022 год. 7-е место швейцарский Flyer NX с системой двойного мотора. Спереди и сзади стоят два мотора по 1000 Вт каждый, суммарная мощность 2000 Вт. Максимальная скорость 85 км в час. Особенность этого байка – система полного привода, которая работает так же, как на внедорожнике. На мокром асфальте или грязи байк не теряет сцепления даже на скорости 70 км в час. Цена 7000 евро. Швейцарские законы разрешают ездить на нем без прав, если не превышать 45 км в час. Как контролируется соблюдение этого правила – отдельный вопрос. 6-е место – японский Soraptima X-Force с литий-титанатным аккумулятором. Это не просто быстрый байк. Это байк, который заряжается до 80% за 7 минут. Мотор мощностью 3000 Вт разгоняет его до 100 км в час. В Японии он продается исключительно для использования на закрытых трассах и гоночных полигонах. Несмотря на это, по данным токийской дорожной полиции, в 2023 году на городских дорогах было задержано 62 владельца этой модели. 5-е место – канадский Volt Dragon с мотором 6000 Вт. Создатели байка изначально делали его для горнолыжных курортов, чтобы персонал мог быстро передвигаться по склонам. Потом кто-то догадался поставить его на асфальт. Результат – разгон до 100 км в час за 4,2 секунды. Для сравнения, Porsche Cayenne делает то же самое за 5,9 секунд. Весит Dragon 31 кг, и если ты вдруг упадешь на скорости, байк продолжит ехать без тебя еще около 200 метров из-за запаса хода по инерции. На 4-м месте стоит итальянский Simitu Olympia Extreme. Единственный байк в этом списке, который победил на официальных соревнованиях по дрэг-рейсингу среди электровелосипедов в Болонье в 2021 году. Дистанция 201 метр, время 8,3 секунды. Мотор мощностью 8000 Вт, максимальная скорость 110 км в час. Итальянские власти классифицировали его как мопед, что означает необходимость прав категории АМ и обязательного шлема. Производитель с этим решением судится до сих пор. 3-е место, и здесь начинается настоящее безумие. Американская компания Lightning Cycles выпустила байк LS218, который официально является самым быстрым серийным электробайком в мире по версии книги рекордов Гиннесса. 218 км в час, именно такую скорость зафиксировали на соляных равнинах Бонневиль в Юте в 2014 году. Мотор мощностью 12 тысяч Вт, аккумулятор 20 кВт-часов, разгон до 100 км в час за 2,2 секунды. Для сравнения, Теста Ferrari 487 делает то же самое за 3 секунды ровно. Цена байка – $38 тысяч. Производитель продал меньше 100 экземпляров за 10 лет. Не потому, что нет желающих, а потому, что каждый байк собирается вручную и очередь растянулась на 2 года вперед. Но есть одна деталь, которую Lightning Cycles не афиширует в рекламных материалах. На скорости выше 180 км в час аэродинамика байка становится нестабильной. Переднее колесо начинает слегка отрываться от земли.
Инженеры знают об этом. В руководстве пользователя на странице 47 написано прямым текстом: скорости свыше 180 км в час рекомендуются исключительно на закрытых трассах с профессиональной поддержкой. Рекорд Бонневилля был установлен именно при таких условиях. Что происходит, когда обычный владелец пробует повторить этот результат на шоссе? История умалчивает, но страховые компании в США отказывают в выплатах по этой модели при авариях на скорости выше 140 км в час, сославшись на пункт об экстремальном использовании. Второе место занимает байк, о котором большинство людей никогда не слышали, потому что он никогда официально не поступал в продажу. Австрийская мастерская Crichton Motors в 2021 году представила прототип под названием Dark Edge 05. Один мотор мощностью 15 тысяч Вт, карбоновая рама весом 9 килограммов, максимальная скорость 240 км в час. На презентации во Франкфурте байк разогнали до 200 км в час прямо в выставочном зале на специальном стенде с роликами. Публика решила, что это просто демонстрация звука и вибрации. Оказалось, что роликовый стенд был настоящим, и байк действительно достиг этой скорости за 8 секунд в закрытом помещении. Европейское агентство по безопасности дорожного движения заблокировало сертификацию Dark Edge 05 в течение 3 недель после презентации. Официальная причина – несоответствие классификационным требованиям транспортного средства. Неофициальная – да то регуляторы просто не знали, в какую категорию его поместить. Это не мотоцикл по техническим характеристикам привода, не велосипед по скоростным показателям и не мопед по мощности. Crichton Motors получили 12 частных заказов на сумму от 80 до 120 тысяч евро каждый еще до закрытия выставки. Все 12 байков были собраны и доставлены заказчикам в обход европейских норм через Швейцарию, где классификация подобных транспортных средств до сих пор остается законодательно неурегулированной. Один из 12 экземпляров Dark Edge 05 в 2022 году был замечен на автобане А9 между Мюнхеном и Нюрнбергом. Водитель ехал в потоке со скоростью 230 км в час и обгонял автомобили. Немецкая полиция не смогла его остановить. То есть патрульный БМВ ТМВ 5 серии на скорости 240 км в час просто не догнал байк. В рапорте офицера написано дословно: транспортное средство скрылось из поля зрения менее чем за 40 секунд. Штраф так и не был выписан, потому что номерного знака на байке не было вообще. Первое место стоит отдельного разговора. И не только потому, что это самый быстрый электровелосипед в мире. Датская компания Kilowatt Labs в 2023 году представила байк под названием Vector X. Мотор мощностью 20 тысяч Вт, два аккумулятора общей емкостью 35 киловатт-часов, максимальная скорость 260 км в час. Рама изготовлена из авиационного алюминия 7 серии, того же материала, из которого делают корпуса истребителей F-16. Вес конструкции 41 килограмм. Тормозная система позаимствована напрямую у мотоцикла Ducati Panigale V4. Единственные тормоза в мире, способные остановить объект такой массы с 200 км в час за приемлемое расстояние. Цена одного экземпляра – 150 тысяч евро. За первые 48 часов после анонса компания получила депозиты на 23 байка. Среди покупателей 3 известных гонщиков Формулы-1, один норвежский миллиардер и анонимный покупатель из Дубая, который оплатил сразу 3 экземпляра банковским переводом в течение 2 часов после открытия продаж. Но вот что действительно поражает. Kilowatt Labs изначально создавали Vector X не как коммерческий продукт. Байк разрабатывался как демонстрационная платформа для тестирования новой системы рекуперации энергии. Эта система возвращает в аккумулятор до 40% энергии при торможении. Вдвое больше, чем у любого существующего электромобиля. Tesla ведет переговоры о лицензировании этой технологии с 18-го месяца после презентации. Сумма предполагаемой сделки – $800 миллионов. Сам байк в этой истории оказался просто побочным продуктом, способом наглядно показать инвесторам, на что способна технология в экстремальных условиях. На тестовых заездах в Дании на закрытом аэродроме Каруп в феврале 2024 года Vector X разогнался до 260 км в час за 9,7 секунды. Пилот, бывший гонщик супербайка Мортен Хансен, после заезда сказал в интервью датскому изданию «Берлингске»: «Это единственный раз в жизни, когда мне было по-настоящему страшно на 2 колесах. Не потому, что байк неуправляемый, он идеально слушается. Страшно потому, что ты понимаешь, между тобой и смертью только твои руки и 8 мм резины». Датское транспортное агентство запретило Vector X к эксплуатации на дорогах общего пользования через 2 недели после тестов. Германия, Франция и Нидерланды ввели аналогичные запреты в течение следующих 3 месяцев. В Великобритании байк формально не запрещен, просто потому что британское законодательство не содержит категории, под которую он подпадает, и парламентский комитет по транспорту до сих пор не выработал консенсус по этому вопросу. Все 23 оплаченных экземпляра были доставлены покупателям. Где они сейчас ездят, официально неизвестно.
За каждым из этих байков стоит технология, которая делает скорость возможной. И именно здесь начинается самое интересное. Главный секрет большинства быстрых электробайков не мощность мотора, а система управления этой мощностью. Она называется контроллер векторного управления. Обычный электромотор получает команду и просто крутится с заданной скоростью. Векторный контроллер анализирует нагрузку на колесо 100 тысяч раз в секунду и корректирует подачу тока в реальном времени. Именно поэтому Vector X не срывается в занос при резком старте на мокром асфальте, хотя его мощность в 20 тысяч ватт физически должна была бы немедленно провернуть заднее колесо. Второй ключевой элемент — аккумуляторные ячейки. Большинство электровелосипедов используют стандартные ячейки формата 21/70. Те же, что стоят в ноутбуках и электромобилях Tesla. Быстрые байки из верхней части списка используют другое. Lightning LS218 оснащен кастомными ячейками с химией литий, железо, фосфат, которые выдерживают токи разряда в 120 C. Это означает полный разряд аккумулятора за 30 секунд при максимальной нагрузке. Для сравнения, стандартная ячейка телефона выдерживает 1 C. Разница в 120 раз. Именно она и дает тот разгон, от которого темнеет в глазах. Третий секрет — охлаждение. При мощности 10 тысяч ватт и выше мотор генерирует столько тепла, что без активного охлаждения он выходит из строя за 7-8 минут непрерывной работы. Крайтон Моторс в своем Dark Edge 05 использовали жидкостное охлаждение мотора с теплообменником, встроенным прямо в раму байка. Алюминиевая рама одновременно является радиатором. Охлаждающая жидкость циркулирует внутри трубок рамы по всему периметру конструкции. Именно поэтому рама Dark Edge 05 всегда теплая на ощупь даже в состоянии покоя. Система работает постоянно, отводя тепло от мотора. Отдельная история — шины. На скорости 200 км в час стандартная велосипедная покрышка буквально разрушается от центробежной силы. Резина начинает деформироваться, корд расслаивается, и покрышка может взорваться с силой небольшой петарды. Lightning LS218 и Vector X используют шины, разработанные специально для скоростных мотоциклов Pirelli Diablo Supercorsa и Bridgestone Battleax. Эти покрышки сертифицированы до 300 км в час и стоят от 400 до 800 евро за штуку. Менять их нужно каждые 3-4 тысячи километров при спокойной езде или после каждых 2-3 полных разгонов до максимальной скорости, в зависимости от того, что наступит раньше. Наконец, тормоза. Это единственный компонент, где электробайки верхнего ценового сегмента не имеют никаких инноваций и просто копируют решения из мотоциклетного мира. Радиальные тормозные суппорты Brembo с 6 поршнями, карбон-керамические диски диаметром 320 мм. Стандарт для байков, которые разгоняются выше 180 км в час. Kilowatt Labs в документации Vector X прямо указывают: тормозная система — единственный узел байка, который нельзя обслуживать самостоятельно. Только сертифицированный механик, только оригинальные детали, замена тормозной жидкости каждые 6 месяцев вне зависимости от пробега. Причина простая. При торможении со скорости 260 км в час тормозные диски разогреваются до 800 градусов Цельсия за 4 секунды, и деградировавшая жидкость в этот момент означает полный отказ тормозов без какого-либо предупреждения. Пока регуляторы спорят о классификациях, новые байки продолжают появляться, и некоторые из них меняют правила игры прямо на ходу. Американский стартап Ariel Rider в 2022 году выпустил байк X-Class с мотором 8000 Вт и заявленной скоростью 80 км в час. Звучит скромно на фоне предыдущих участников списка. Но X-Class попал в топ по другой причине. Это первый электробайк с полноценной двойной подвеской мотоциклетного класса, гидравлическими амортизаторами Fox и дорожным просветом 270 мм. Он разгоняется до 80 км в час по грязи, камням и корням деревьев, так же уверенно, как по асфальту. На чемпионате по эндуро в Колорадо в 2023 году пилот на X-классе финишировал 6-м в общем зачете среди байков с бензиновыми моторами. Организаторы после этого ввели отдельную категорию для электрических участников, просто чтобы не объяснять спонсорам, почему тихий байк без выхлопной трубы обгоняет технику с двухтактными моторами. Следующий претендент родом из Тайваня. Компания Core Mobility разработала байк Strela X специально для азиатского рынка, где плотность городского трафика делает скорость менее важной, чем маневренность. Мотор мощностью 6000 Вт, максимальная скорость 110 км в час, но главная особенность — диостанная колесная база на 8 см короче, чем у любого сопоставимого байка в мире. Это означает, что Strela X вписывается в повороты, недоступные для конкурентов. На тестах в Тайбе байк проходил между двумя автомобилями в пробке с зазором по 8 см с каждой стороны на скорости 60 км в час. Тайваньские курьерские компании заказали первую партию из 300 единиц еще до начала серийного производства. Отдельного внимания заслуживает французский Ventus Pro от компании Supra Bikes.
Его максимальная скорость 130 км в час, но это не самое интересное. Ventus Pro оснащен системой активной аэродинамики. Небольшое антикрыло над задним колесом автоматически меняет угол атаки в зависимости от скорости. До 80 км в час антикрыло стоит горизонтально, не создавая сопротивления. После 80 начинает подниматься, прижимая заднее колесо к земле с силой до 30 кг на скорости 100 км в час. Систему разработал бывший инженер команды Renault в Формуле-1 Жан-Поль Моро, который ушел из автоспорта в 2020 году и основал Supra Bikes с 3 коллегами и стартовым капиталом 400 тысяч евро. Первая партия Ventus Pro из 50 экземпляров разошлась за 6 часов после открытия предзаказов. Цена каждого 12 тысяч евро. Замыкает эту часть списка китайский Sure Bolt от компании Цинтянь. Мощность мотора 10 тысяч ватт, максимальная скорость 140 км в час, цена $2800. Последняя цифра объясняет все. За ту же мощность и скорость, которую европейские и американские производители продают за 10-50 тысяч, китайский завод просит меньше 3000. Sure Bolt производится на том же конвейере, что выпускает электроскутеры для городских прокатов по всему Китаю. 200 тысяч единиц в год. Экономия на масштабе делает цену возможной. Качество сборки при этом проверялось немецким независимым изданием «Электротест» в 2023 году. Байк прошел все стандартные тесты на безопасность и набрал 82 балла из 100. Для сравнения, Штрамер ST5 за 7 тысяч евро получил 86 баллов. Разница в 4 балла и в 14 тысяч евро одновременно. Среди всех байков в этом списке есть один, который никто не ожидал увидеть в топе скоростных машин. Шведская компания Cake основана в 2016 году бывшим дизайнером Volvo Стефаном Гюттербергом. Первый байк компании назывался Coke. Внедорожный электробайк с мотором 5000 Вт и скоростью до 80 км в час. Критики восприняли его спокойно, красивый, легкий, но ничего выдающегося по скоростным показателям. Потом в 2021 году Cake представили Coke APX. Гоночную версию с мотором 7000 Вт, весом 72 кг и одной принципиальной особенностью. Байк оснащен системой, которую инженеры Cake назвали нулевой потерей момента. Стандартный электробайк при переключении режимов мощности делает микропаузу в подаче тока, доли секунды, которые на бездорожье означают потерю тяги в самый критический момент. Calca PX переключает режимы без какого-либо прерывания. Ток подается непрерывно вне зависимости от команд водителя. На практике это означает, что байк никогда не теряет сцепление с поверхностью при изменении нагрузки. На соревнованиях Extreme Enduro в Швеции в 2022 году пилот на Calca PX выиграл 3 этапа подряд, обогнав участников на бензиновых байках KTM и Husqvarna стоимостью вдвое дороже. Но история Cake имеет неожиданное продолжение. В феврале 2023 года компания объявила о банкротстве. Причина – не качество продукта и не отсутствие спроса. Cake не смогли договориться о рефинансировании долга в размере 18 миллионов шведских крон с основным кредитором. Производство остановилось за одну ночь. 120 сотрудников получили уведомление об увольнении по электронной почте в пятницу вечером. Склад готовой продукции с 200 байками был заморожен в рамках процедуры банкротства. Через 4 месяца активы Cake выкупила американская инвестиционная группа Rocky Mountain Capital за сумму, которую стороны не раскрыли. Все интеллектуальные права, патенты и производственная документация перешли новому владельцу. Стефан Гюттерберг в интервью шведской газете Dagens Industri сказал, что узнал о продаже из новостей. Его не поставили в известность заранее, несмотря на то, что он оставался миноритарным акционером компании. Производство Calca PX возобновилось в четвертом квартале 2023 года уже под американским управлением. Цена выросла с 9 тысяч до 14 тысяч долларов. Система нулевой потери момента в новой версии байка официально переименована и запатентована уже на имя Rocky Mountain Capital. Иттерберг основал новую компанию в Гетеборге в 2024 году. Называется Recake. Первый байк находится в разработке. По имеющимся данным, мотор мощностью 9000 Вт, новая версия системы управления моментом и максимальная скорость 105 км в час. Предзаказы открылись в марте 2024 года. За первую неделю поступило 380 заявок, больше, чем Cake собрала за первый год существования. Часть покупателей в комментариях к предзаказу написала одно и то же. Они специально ждали, пока Гуттерберг вернется, и не стали покупать байк у американских владельцев его компании. Это, пожалуй, лучший показатель того, что в мире быстрых электробайков репутация создателя иногда значит больше, чем технические характеристики машины.
В сентябре 23 года на частном аэродроме в Неваде произошло то, о чем до сих пор спорят в профессиональных автомобильных сообществах по всему миру. Организатор соревнования, американский блогер и коллекционер суперкаров Дэниел МакАлистер, собрал на взлетно-посадочной полосе длиной 2 километра 5 автомобилей и 1 электробайк. Среди автомобилей были Lamborghini Urus, Porsche Taycan Turbo S, Tesla модель S-Plaid, Ferrari SF90 и Bugatti Chiron. Байк Lightning LS218. Дистанция 400 метров с места. Lightning финишировал третьим. Он обогнал Lamborghini Urus, Porsche Taycan и Ferrari SF90. Проиграл только Tesla модель S-Plaid и Bugatti Chiron. Время байка на дистанции 400 метров 9,8 секунды. Для сравнения, Ferrari SF90 с мотором мощностью 1000 лошадиных сил показала 10,1 секунду. Байк стоимостью $38 тысяч обогнал автомобиль стоимостью 500 тысяч евро. Видео с соревнования набрало 22 миллиона просмотров за первые 72 часа. Представители Ferrari в официальном заявлении указали, что результат объясняется весовым преимуществом байка и нестандартными условиями теста. Это правда. Байк весит 48 килограммов против 1600 у Ferrari. Но это именно то, что делает результат настолько показательным. Физика здесь проста и беспощадна. Мощность на килограмм веса — единственный параметр, который определяет динамику разгона. Lightning LS218 выдает 250 Вт на килограмм собственного веса. Ferrari SF90 180 Вт на килограмм. Bugatti Chiron 230 Вт на килограмм. Байк превосходит оба суперкара по этому показателю, Titan. И именно поэтому проигрывает только Tesla Plaid с ее 270 ваттами на килограмм и Chiron'у, который берет свое на высоких скоростях за счет аэродинамики и абсолютной мощности двигателя 1500 лошадиных сил. Но это был не единственный подобный тест в том году. В октябре 23-го на треке Лагуна Сека в Калифорнии провели другое соревнование — круговую гонку на время. Здесь уже участвовал Vector X от Kilowatt Labs. Против него вышли Porsche 911 GT3 и Mercedes AMG GT-R. На первом круге Vector X показал лучшее время — 1 минута 22 секунды против 1 минуты 24 у Porsche. На втором круге байк отстал на 3 секунды, на третьем еще на 5. К пятому кругу разрыв составлял уже 15 секунд. Причина — тепловой дросселинг. При длительной высокой нагрузке система управления байком автоматически снижает мощность мотора, чтобы предотвратить перегрев аккумулятора. Porsche и Mercedes этой проблемы не имеют. Бензиновый двигатель работает в стабильном тепловом режиме с первого по последний круг. Это единственное фундаментальное ограничение, которое пока не решено ни одним производителем быстрых электробайков. На дистанции 400 метров или в городском трафике его не существует. На гоночном треке оно становится решающим. Инженеры Kilowatt Labs после теста на Лагуна Сека опубликовали технический отчет на 23 страницах с подробным анализом теплового дросселинга и описанием решения, которое они планируют внедрить во втором поколении Vector X. Новая система охлаждения аккумулятора с прямым жидкостным контактом между ячейками должна увеличить допустимую продолжительность максимальной нагрузки с 3 минут до 12. Если это сработает, следующий тест на Лагуна Сека даст принципиально другой результат. Дата презентации второго поколения объявлена на второй квартал 2025 года. Итак, какой электровелосипед в мире самый быстрый? Вопрос, с которого все началось, теперь имеет конкретный ответ. Vector X от датской Kilowatt Labs, 260 км в час, 20 тысяч ватт, 150 тысяч евро. По совокупности характеристик ни один серийный электробайк в мире на момент 2024 года не превзошел эту машину. Рекорд Бонневилля у Lightning LS218 — 218 км в час. Официально зафиксирован книгой Гиннесса, но установлен в 2014 году. За 10 лет мир изменился настолько, что этот результат теперь занимает только 3-ю строчку. Но победитель этого списка на самом деле не тот, кто едет быстрее всех. Если смотреть на реальное влияние на индустрию, лидер здесь Сюреболт за $2800. Пока европейские и американские производители соревнуются за покупателей с бюджетом от 10 до 150 тысяч евро, китайский завод Цинтянь производит 200 тысяч электробайков в год и делает скорость 140 км в час доступной для человека со средней зарплатой. Это меняет не рынок суперкаров, а это меняет городской транспорт планеты.
Цифры подтверждают это прямо. В 2023 году в мире было продано 4 миллиона электровелосипедов мощностью выше 1000 Вт. 83% из них произведены в Китае. Средняя цена проданного байка — $3200. Рынок байков дороже 20 тысяч евро составил менее 1% от общего объема продаж. Vector X и Lightning LS218 — это витрина технологий, которые существуют для демонстрации возможностей. Реальную революцию делают машины за $3000 в количестве нескольких миллионов штук в год. Есть еще один факт, который стоит запомнить. В 2024 году Европейский Союз начал процедуру пересмотра классификации электровелосипедов. Действующий регламент, принятый в 1992 году, делит транспортные средства по объему двигателя, категория, которая для электромоторов физически неприменима. Если вы думаете, что электровелосипеды — это просто маленькие игрушки для взрослых, то вы явно не видели, на что они способны. Узнайте больше об этих удивительных байках и других интересных историях на нашем сайте whiteori.com, ссылка в описании. Новый регламент планирует ввести ограничения по мощности. Все, что выше 15 тысяч Вт, автоматически получает статус мотоцикла со всеми вытекающими требованиями к правам, регистрации и страхованию. Это означает, что Vector X с его 20 тысячами Вт в Европе станет мотоциклом де юре. И владельцы всех 23 существующих экземпляров окажутся перед выбором: получить мотоциклетные права или поставить машину в гараж. Дата вступления регламента в силу — первый квартал 2026 года. До этого момента Vector X и все остальные байки из верхней части этого списка формально остаются велосипедами, с юридической точки зрения не отличающимися от машины с педалями и корзинкой для хлеба, которую бабушка едет на рынок. Мортен Хансен, пилот, установивший рекорд на Vector X в Каруб, в том же интервью Берлински сказал кое-что еще помимо слов о страхе. Его спросили, что он почувствовал, когда байк достиг 260 км в час. Он ответил: тишину, полную тишину. Никакого звука мотора, никакого выхлопа, только ветер. Это самое странное ощущение скорости, которое я когда-либо испытывал. Как будто летишь, а не едешь. Именно это тишина на 260 км в час и есть то принципиальное отличие, которое делает электробайки чем-то большим, чем просто быстрым транспортом.